Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. 2025 год. Год змеи. Таро расклад. Давайте узнаем, какие энергии нам покажут карты Таро для вашего знака зодиака. И я должна сказать, год змеи 2025 или тотем, который соответствует этому году, а 2024 это год дракона. Так вот, дракон со змеей великолепно ладят, и поэтому те ваши проекты, желания, мечты, то, что вы хотели осуществить, но по каким-то причинам, может быть, времени недостаточно для какого-то вашего вау, сногсшибательного проекта, и такое тоже может быть. Очень важно себя не останавливать в своих желаниях. В том плане, я имею в виду, когда вы хотите что-то воссоздать, достаточно более значимое, чем какую-то мелкую меркантильность или какой-то ваш проект, как для вас имеет смысл жизни, ведь все же у каждого свои устремления. Так вот, то, что нам не хватило времени осуществить в 2024 году, или нам не хватило времени расставить все по местам в 2024 году, может быть продолжено. Змея – это символ мудрости, это символ правильной организации собственной жизни, как-то соотнести с той реальностью, в которой вы находитесь, ваши желания, мечты, и продумать, как правильно осуществить что-то на практике. Вот именно к практике нас больше призывают энергии, и для вас это может означать какой-то действительно очень важный поворотный момент в вашей судьбе. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака зодиака. Для нас, для всех, действительно, 25-й год может быть несколько более спокойных, продуманных энергиях. И в конечном итоге, если мы отталкиваемся от практического воплощения нашей мечты, мы как раз практически все знаки зодиака в 2025 году смогут видеть плоды труда своего. Если, конечно, для этого прилагать определенные усилия. Мы идем с вами вперед, и у нас 3 колоды, и мы достанем из каждой колоды по 3 карты и зададим вопросы. Первая колода. Что завершится? Первый будет наш вопрос. Или от чего вы, возможно, откажетесь сами. Что нового войдет в вашу жизнь? По мнению карт, конечно. Третья карта. Важное событие или чем запомнится вам 2025 год. Вторая колода. Золотого Таро. И первая карта будет неожиданности. Как карты видят. С какими неожиданностями вы можете столкнуться. Или сфера жизни, или человек. Давайте узнаем. Каковы неожиданности? Что вам будет помогать? И что вас будет радовать? И третий триплет, третья колода. Достанем карту, что вам может помешать. Что нужно увидеть или просмотреть, или пристальное внимание, на что нужно направить. Итак, что вам может помешать или препятствовать? Событие, которое изменит вашу жизнь, и событие, которое может изменить вас. Что же завершится? По пажу мечей. Вы знаете, вы можете еще в 2024 году для себя, может быть, и в конце года, наметить какую-то траекторию с учетом того, что есть определенные законы или есть какой-то регламент, есть какой-то порядок. Мы всегда по пажу мечей отталкиваемся от того, что есть на практике. И в зависимости от того, что вы хотите создать или что вы хотите совершить. Вот если есть четкий какой-то план, то вы его будете корректировать именно с учетом какой-то реальности или какого-либо регламента. Для кого-то из вас могут завершиться вопросы по части обучения ваших детей. Иногда это взрослые дети проходят, когда иногда с нами спорят. Вот есть такой момент, особенно по пажу мечей, потому что они имеют свой взгляд на жизнь, на вещи. Может быть, предыдущий период был связан, что ребенок учился.
или как-то определялся с учебой. Значит, вот этот вопрос тоже каким-то образом либо разрешится, либо просто завершится. Но по этой карте мы учимся жить в реальности, как ни странно. Мы учимся видеть не только где-то наши желания, но еще и сферу материальной плоскости, или будем говорить воплощений, или того, каким образом мы можем осуществить то, что мы хотели. Под этой карте идут новые идеи. И если мы спросили, что завершится, может быть, вы где-то будете причесывать свои идеи в том плане, что реально, а что, ну, увы, как-то сыровато. По этой карте идет любопытство к жизни, именно к жизни, не к соседу. И какие-то планы для вас, мои дорогие львы и львицы, были в предыдущий год, и здесь вы будете несколько фильтровать. Другая точка зрения тоже идет по этой карте, и это ваша какая-то, может быть, была другая точка зрения в отношениях или в отношении конкретного способа заработка. Тут на любую сферу жизни можно перенести. Или вы хотели какой-то творческий проект создать. Вы здесь тоже можете что-то корректировать, потому что Паш – начальная карта. Но есть уже как опыт или есть какие-то наработки, или вы находите недостающую информацию и захотите что-то переделать. Я не могу сказать, что это завершается. Тут завершается в любой сфере жизни какой-то начальный этап. У кого-то из вас и в личной жизни, может быть, были какие-то недопонимания с партнером. Тогда они тоже завершаются, мои дорогие. Вот какая-то данность, которая в начальном варианте может выглядеть как притирка характеров, например, такое тоже бывает. Или когда поначалу нам было недостаточно какой-то информации, недостаточно опыта для кого-то по работе. Может быть, вы поменяли работу, и прежде вы были или чувствовали себя, ну, мне не хватает именно на практике каких-то умений, скиллов, навыков, а здесь вы уже становитесь профи. Для кого-то и так может проиграться. Давайте узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. По сути дела, это карта нового. Много информации. Кто-то из вас может сменить работу, именно когда много людей и много информации. Когда быстро нужно ее обработать, эту самую информацию, разобраться, что правдиво, а что нет, отделить зерна от плевел. Буквально так. Для вас будет важно вообще несколько фильтровать окружение. Пятерка жезлов, я называю эту карту информационного хаоса, потому что есть какая-то неразбериха. Есть и люди, кстати, которые могут войти в вашу жизнь в 2025 году и тогда держать ухо востро. Потому что по пятерке жезлов проходят либо люди, которые быстро меняют свое мнение, либо проходят те люди, которые нам что-то обещают. Но это так, утром он пообещал, а к вечеру он уже забыл. Или проходят те люди, которые, знаете, себя не обременяют какими-то обязательствами. Тоже вроде как было обещание, а потом, ну, оно как-то куда-то сникло. Поэтому вполне вероятно, как и людей, так и информацию вам придется фильтровать. Но вообще скучать будет некогда, потому что по этой карте у кого-то из вас будет много передвижений. Вот если мы говорим, что нового входит, это как новый социум может быть и какой-то новый график работы. Новое ваше, может быть, видение как-то по-другому. Или у кого-то из вас это совпадет с вашей новой должностью, потому что был какой-то период начальный, а теперь у вас предоставляются новые возможности с новой какой-то должностью. Но, мои дорогие львы и львицы, вам там тоже придется какой-то период адаптироваться. И ну, вот так вот более внимательно относиться к каждому человеку, как будто прочувствовать, чем он дышит. Не торопиться с чем-то, потому что сразу доверять, вот нет. Где-то, может быть, и продолжать находиться вот в таких энергиях. По пажу мечей он ведь действует «доверяй, но проверяй». Как и в плане информации, так и в плане доверия конкретным персонажам. Поэтому вот эти энергии где-то сохранить, видимо, есть смысл. Важное событие или чем вам запомнится 2025 год. В 2025 году вы сумеете окончательно выйти из какой-то апатии. Или, может быть, вот посмотрите, две пятерки. Будет риск, все-таки он будет присутствовать, если вы поторопитесь с суждениями. Пятерка жезлов вас по этой карте может кто-то, ну, как знаете,
выводить на какие-то соглашения или так вот аккуратно воздействуя на вас, чтобы вы, может быть, взяли какую-то ответственность, такое тоже может быть, на себя именно взяли. И поэтому будьте внимательны, перепроверяйте информацию, все то, что я уже сказала, чтобы себя где-то оградить от разочарований. И если мы говорим важное событие или чем запомнится 2025 год, вы знаете, может быть, состояние я никому не верю, увы. И я не вижу, что это по личной жизни. Скорее всего, это какая-то общественная жизнь или работа, или социум разный. Или в этом социуме, может быть, так происходит. У нас сейчас время, эпоха перемен, когда все время что-то меняется. И вот, как знаете, смена каких-то декораций, смена людей, смена событий. Когда вот и хочется вроде бы больше определенности, больше стабильности. Но я не могу сказать, что по вопросам достижений этой стабильности больше. Да, драйва точно будет больше, но сказать, что вот так расслабился, и оно бы как-то шло своим чередом. Вот тут, наверное, этого не стоит ожидать. Увы, по крайней мере, карты нам этого не говорят. Давайте я достану еще одну карту. А что это такое? Правда, две пятерки. Пятерка – это всегда недостаток. Что это может быть? Что же это может быть как новое? Давайте мы спросим. Да, это, люди, нам сказали люди. Но с чем это связано? В какой хотя бы области, сфере жизни? А вы знаете, вы столкнетесь с тем, что будет много предложений. Это правда. Семерка – это выбор, когда нужно делать выбор. Может быть, выбор через где-то персонажей, да, как я уже сказала, много новостей. Может быть, и какие-то возможности вам предлагают. Или, мои дорогие, мы сказали, что доверяй, но проверяй. По семерке кубков могут какой-то проект вам представлять, как, знаете, на 1000% беспроигрышный. А для вас нужно быть великим реалистом, чтобы расставить все по местам. Пятерка кубков, что же это такое? Что за важное событие или чем запомнится? Вот посмотрите, это ваше в результате вот таких пятерок или таких как будто недостаток информации, недостаток взаимопонимания. Вот это может быть такое, и тем не менее. Карта силы для вас выпадает. Таким образом закаляется где-то характер, таким образом закаляется ваша внутренняя сила и уверенность в себе. Вы все равно будете победителями, мои дорогие львы и львицы. Но, видимо, энергии 2025 года вам на самом деле не дают никаким образом расслабиться. Вам придется сохранять собственный статус, вам придется... Да, как бы у вас больше возможностей, вы знаете вот это ноу-хау, как нужно поступить. Но это все происходит в какой-то обстановке турбулентности или, мои дорогие, ненадежных людей. Давайте мы спросим, каковы же неожиданности? Ну точно, посмотрите, вот как я сказала, паш мечей, я бы не могу утверждать с точкой, что эти энергии вам не пригодятся. Скорее всего, держать ухо востро придется. И, пожалуйста, карта снова она выпадает, пусть в другой колоде, но вот какая-то внутреннее ваше состояние, когда вы где-то в 2024 году кому-то уже не доверяете, или вы уже проводите какие-то параллели. Ага, значит, обещали мне одно, а по факту было другое. Вот в тех или иных областях с вашей жизни. И вы понимаете, что нет, вот все-таки вот эту тактику следует сохранить. Информацию перепроверять, людей как будто рассматривать и вблизи, и вдали, меняя микроскоп на бинокль. Вот эти энергии должны быть продолжены, потому что бы не втянули в какой-то минус для вас, или чтобы вы не согласились взять какие-то обязательства, которые в последующем для вас... как вы можете остаться один на один с какими-то проблемами? У вас сильная позиция, и, может быть, кто-то, глядя на вас, будет думать, льву легко все дается, дай-ка я его вот в этот план какой-то X втяну, а дальше будет видно. Поэтому берегите себя, мои дорогие, это точно. Что же вам будет помогать? Давайте узнаем. И вот не случайно выпадает карта отшельника, она говорит о некоторой обособленности. Когда вам, кстати, вот лично вам никто не помешает, у вас сильная позиция, но где-то, скорее, вам никто не повредит, но мешать, наверное, будут. Или будут пытаться, по крайней мере, чтобы вы взяли на себя какую-то ответственность. Но вам будет помогать не включение в какие-то дела, вопросы. Потому что отшельник, он всегда идет своим путем.
Может быть, вам стоит больше занять позицию, как, знаете, третейский судья, когда ни вашим, ни нашим, какая-то средняя нейтральная позиция, потому что отшельник – это мудрец, он распутывает сложные ситуации. И весь верхний ряд карт нам как раз и говорят, что, правда, для кого-то из вас может быть должность, достаточно высокая должность, когда хочешь ты или не хочешь, но ты уже руководитель, ты за кого-то отвечаешь. И вам приходится какие-то вопросы постоянно разруливать. Но, значит, это делать нужно не путем, беря на себя ответственность, а в каком-то среднем таком арифметическом варианте. Продумывайте. Тут нельзя поступить, не просчитав какой-то свой шаг на какую-то перспективу вперед. Вам нужно рассмотреть даже с той позиции, а если поменяется закон, а если поменяется какой-то порядок, а если поменяется руководство, вам нужно самих себя страховать, мои дорогие львы и львицы, даже при всем при том, что вот эти два аркана говорят, позиция у вас достаточно прочная. Будьте на своей волне, заранее не оповещайте о своих планах, о своих намерениях. Будьте где-то немножко сами по себе. И еще есть такой момент, если что нам помогает. По аркану отшельник идет медленно. Может быть, для вас, мои дорогие львы и львицы, иногда передышка или какое-то отступление будет во благо. Потому что подразумевается по этой карте перегруппировка и самонаблюдение. Вот все то, что я до этого уже сказала, сохраняем себя, сохраняем собственные позиции и идем вперед. Ну вот где-то так для львов звучит 2025 год. Что же вас будет радовать, мои дорогие? Королева мечей. Видимо, это где-то прообраз Юдифи, когда мы настороже, когда мы запасаемся мудростью, знаниями и тем, что в себе не сомневаемся. Безусловно, радует собственная сильная самооценка, мудрые решения и дар красноречия, дар умения анализировать обстановку и организовать свою жизнь по-новому. Но если мы говорим про статус, карта все же статусная, поэтому кто-то из вас поменяет статус, мои дорогие. И карта еще может говорить о том, что вот это ваша сильная позиция. Она, тем не менее, несмотря на какие-то мелкие шероховатости, на сложных людей или на какие-то еще турбулентности или переменчивость, как где-то через ваше окружение или через поведение людское, повторяюсь, но, тем не менее, у вас-то это все стабильно и как-то нерушимо, недвижимо. Поэтому вы остаетесь сами собой довольны. И это радует, это вселяет надежду в то, что вы правильно действуете. Может быть, у кого-то из вас ваш статус вам помогает конкретно не быть втянутым в какие-то дела, вопросы или узнать недостающую информацию наверняка. Вот такая где-то позиция не включения будет вас радовать, несмотря на то, что люди будут разные, и люди, возможно, будут где-то и сложные. Давайте мы откроем следующую карту, что вам может помешать. И снова пятерка жезлов, что да, вот помехи именно приходят через разрозненность информации, через разных людей, через разный социум, или это все как входит в ваши, может быть, служебные обязанности, когда вам приходится работать с большим объемом информации. Вас может кто-то пытаться запутать или какую-то информацию непроверенную вам давать. Поэтому, мои дорогие львы и львицы, страхуйте себя сами. Событие, которое изменит вашу жизнь, посмотрите, тут действительно что-то может для вас решаться как по части вашей карьеры, вашей судьбы, может быть, и личной жизни. Карта Иерофант, смена статуса, и нам где-то уже об этом сказали. Вот эта лестница, по которой вы идете вперед, вы достигнете того, что вы хотите. Для кого-то из вас событие, которое изменит вашу жизнь, это может быть как в личной жизни какие-то перемены, нам ведь не говорят наверняка. По карте Иерофанта будет более стабильная позиция в финансах, безусловно, потому что Иерофант нищий не бывает. С другой стороны, даже та должность, которую вы получите, она тоже вам предоставляет какие-то новые возможности. Новые перспективы, в принципе, меняют вашу жизнь, меняют ваше качество жизни. И каково же событие, которое заставит измениться вас? Вот здесь вот нужно быть аккуратно. Нулевой аркан, мои дорогие.
Для кого-то это могут быть как новые отношения. Или, ведь это всегда элемент новизны. И для кого-то это проиграется, с одной стороны, как инсайт или возможность, к примеру, создать какой-то творческий проект. Да, безусловно. Но есть и такой момент, когда вы не должны себе чем-то помешать, навредить, когда вам придется действовать очень осмотрительно, не рисковать своим статусом. Посмотрите, у вас 3, по сути дела, статусные карты, поэтому я так вижу, либо вы поменяете статус буквально через работу, получив новую должность, и у вас карта сила выпадает, карта отшельник, иерофант. И лев немножко сам по себе, но для вас в этом и сила, но в этом будет и подвох, потому что вокруг много людей, на которых вы не влияете, как будто вам их придется организовывать. И может быть вот эта карта как раз нулевого аркана, она и означает то, что вам придется, может быть, даже с какой-то глупостью людской сталкиваться и при этом как и страховать самого себя, так и чтобы ваше дело или ваше творчество, или если мы говорим о вашей новой должности, это тоже как-то бы продвигалось, понимаете? Поэтому от начала до конца руководить каким-то процессом и собственной жизнью придется, сохраняя как и собственный статус, так и продвигая, может быть, личное дело или личные вопросы. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.